Тельцы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. И для вас я снимаю ваш второй прогноз на май 2023 года. По всем транзитам планет для нас это должен быть один из самых лучших месяцев. Но так ли это, мы сейчас перепроверим при помощи карт Таро. Итак, настраиваемся на расклад, посмотрим все сферы жизни. Общая энергия месяца, а также событийный ряд в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и рекомендации от карт. Общие энергии. Что вас ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни. Так, секундочку. И совет от карт. Приступим. Общие энергии месяца. Ох, какой у вас здесь интересный аркан. Карта, которая говорит о том, что вы будете, ну не то чтобы скорбить, как бы это правильно объяснить, латать сердце. Как, знаете, как пытаться закрывать свои старые раны, закрывать гештальт, так и, возможно, кому-то помогать справляться с этой ситуацией, с этой задачей. Здесь уже не будет места сожалениям, здесь уже нет, знаете, какого-то сочувствия, жалости, как к себе, так и к окружающим. Вы будете четко закрывать старую страницу жизни. Потому что так того предполагает и ожидает пятерка мечей. Кому-то, конечно, вы можете разбить сердце и оставить в прошлом, но, тем не менее, как показывает аркан, по-другому вы не можете. В большей степени это касается тех, кто очень давно не мог распрощаться с прошлыми отношениями, кто там терзал себя сомнениями, или здесь по ситуации, если к вам пытались вернуться бывшие, потому что здесь, вот видите, все, вы уже повернуты в другую сторону, вы полностью для себя закрыли этот этап. Конечно же, карта может отыграться в любой сфере жизни. Мы с вами проанализируем, чего же она в принципе будет касаться. И здесь, как мы видим, у нас падает десятка пентаклей. Десятка пентаклей в связке с этими картами, это, знаете, как не дать кому-то повторного шанса на восстановление отношений, либо на создание семьи. Или там, допустим, возвращается бывший супруг или супруга. Объясните, донести, что в одну реку не входим дважды. Для кого-то это, к сожалению, может быть такой этап и момент, когда, несмотря на то, что, допустим, люди для вас могут быть кровными родственниками, но из-за их поступков, действий вы можете действительно их оставить в прошлом, да, стать с ними чужими людьми. Увы и ах. Ну и для кого-то пятерка мечей и десятка пентаклей могут здесь указывать, единственное, знаете, как внутренние переживания того, что вы должны будете проститься с родиной, допустим, менять место жительства, потому что здесь как сердечная рана, что вы должны оставить родные места, родные пенаты. Сопряжена ли эта ситуация с финансовыми тратами? Ну, по пажу жезлов я этого не вижу. То есть тут не про финансовые потери. Тут я вам, как сказала, про коммуникацию, про взаимоотношения с близкими и как перемены в вашей жизни. Но связаны они, конечно, у многих будут именно с вашим территориальным местоположением. Если смотреть вопросы работы, что же у нас здесь? По пятерке пентаклей для кого-то это может быть период некого застоя. Сейчас объясню. То есть отпуск, отдых, ну оно в принципе и понятно, потому что у многих периоды дней рождений. И в принципе как бы май месяц предполагает тот факт, что многие могут отправиться на отдых, отдыхать. Поэтому пятерка пентаклей говорит здесь о таком, знаете, вот замороженном периоде. Не могу назвать его периодом застоя. Хотя некоторые здесь могут для себя кардинальным образом менять жизненную картинку. Например, увольняться, искать нечто новое или уходить с наемного труда, идти в свободное плавание. У кого-то, не дай бог, это будет период больничного, мы потом посмотрим по состоянию здоровья, так ли это. Но основной мотив пятерка пентаклей — это все-таки кардинальные перемены. То есть кто-то даже может менять сферу деятельности. Сейчас будем с вами смотреть. Итак, для тех, кто у нас не работает, по четверке пентаклей, как мы видим, это сохранять баланс, это жить на те ресурсы, которые вами были накоплены, то есть не заниматься расточительством, потому что кто-то может откладывать как бы на потом, либо на, знаете, какие-то более солидные проекты, будь то там ипотека, покупка недвижимости и прочее, прочее. То есть здесь жить по ресурсам, но и новых источников дохода при этом я здесь не вижу. Если же вы у нас в статусе соискателя, обратите внимание, у вас здесь пятерка пентаклей, а здесь четверка мечей. Ну, это однозначно отдых. Это, знаете, по принципу, так, все, сейчас я отдохну именно в этом месяце, наберусь сил, а потом уже с новыми силами я начну искать
свое место под солнцем и свою реализацию. Это не период застоя или период раздумий, это осознанное решение, как говорю, восстановиться, набраться сил и после этого уже двигаться дальше. Если же вы у нас наемный сотрудник, карта подтверждает, 5 пентаклей, 5 чаш. Знаете, как не хочу учиться, хочу жениться. Вот 5 чаш, это все, уйдите. Уйди, старуха, я в печали, потому что здесь все, я хочу отдыха, я устала от работы, я не хочу работать. Еще для многих действительно будет период увольнений по вашему желанию, потому что желание цвести и пахнуть, уходить в более комфортные для вас условия труда. Это вот основной посыл, вот все, из серии с этого месяца меняю свою жизнь. Смотрим с вами ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес. А здесь по тузу чаш, конечно же, отдых и восстановление, потому что радость. Но помимо всего прочего, это уходить в новое, например, в новую нишу. Но по принципу, один бизнес вы приостанавливаете, активно вливаетесь и вкладываетесь в другой, который дает вам больше, скажем так, заработка, выхлопа, монетизации, больше радости, больше легкости. То есть найти для себя новую стезю, которая действительно для вас будет крайне привлекательна. Смотрим финансовую сторону вопроса. Что же у нас здесь? Ну, по аркану влюбленные, с деньгами проблем у вас не будет. Почему? Несмотря вот на эти карты, да, которые у нас здесь легли в плане работы. Кстати, часто вы мне задаете такой вопрос. Откуда могут быть деньги, если я там не работаю или уволился? Ребята, вы не понимаете основного мотива. Финансы не всегда связаны напрямую с работой. Финансы – это могут быть и дотация от государства, и финансовая помощь со стороны близких, и финансовая поддержка от любимого человека, и там ваш выигрыш, или вам вернули долг, да все что угодно, или дополнительный источник заработка вы нашли от вашего хобби. Там, не знаю, сидите и ведете блог какой-нибудь в ТикТоке, от этого получаете деньги, понимаете? То есть вы должны понимать, что финансы не всегда напрямую связаны с работой. Многие в принципе не работают и при этом сказочно живут. Поэтому аркан влюбленный говорит о том, что у вас здесь шикарная зона комфорта, более того, денег будет достаточно, будет финансовая поддержка со стороны, то есть внимание, подарки, будет чем-то баловать. И для кого-то это деньги из 2 источников, потому что все-таки влюбленный это у нас как 2 направления. Если смотреть вопросы здоровья, что у нас здесь? Какова здесь ситуация? Я хочу просто сопоставить с вот этим вот арканом, про который говорила, да, вот в плане работы у вас здесь падала 5 пентаклей. Так вот, у вас здесь эти карты созвучны, потому что на здоровье, сейчас еще ближе поднесу, падает 8 пентаклей. 8 пентаклей – это карта трудоголиков, когда вы полностью уже выработались и такие, да пошло оно все в сад, я хочу отдохнуть, потому что, как правило, это карта морального, физического выгорания. Повторюсь, свойственна она трудоголикам, ну, тельцы в принципе трудоголики. Здесь нельзя сказать о плохом самочувствии. Нет, это больше как ментальная усталость, когда вам хочется отдохнуть и восстановиться. Единственное, о чем намекают и просят карты, это такая дополнительная рекомендация, что не переусердствуйте со спортом, не переусердствуйте с какими-то манипуляциями, или там, допустим, курс массажа и так далее, чтобы не было какой-то повышенной нагрузки на организм, потому что это не совсем хорошо будет сказываться на вашем организме. В остальном же 8 пентаклей не предполагает плохого самочувствия. Поэтому вот здесь, возвращаясь к вопросам работы, еще раз хочу сказать, сакцентировать ваше внимание на том, что это будет отпуск или ваше сознательное увольнение, то есть уход в новую нишу, в новое русло. Если смотреть вопросы личной жизни, тут даже добавить нечего. У нас на повестке дня вы собственной персоной, королева пентаклей. Для женщины это вы в центре внимания, вас все любят, ходят, лелеют, о вас заботятся. И неважно, в каких вы взаимоотношениях, вы свободны, вы в треугольниках или в стабильных союзах. Для мужчины зачастую это акцент на взаимоотношения с таковой женщиной. Потому что королева пентаклей может как показывать супругу, так и в принципе говорить о женщине земной стихии и о женщине семейной, самодостаточной и статной. Это карта стабильности, это карта семейного очага. Но так ли это, будем проверять. Итак, для тех, кто у нас на данном этапе свободен, что же у вас здесь?
Интересный здесь аркан у вас ложится, потому что это карта, которая говорит о ситуации, что вы сами себе подрезаете крылья. Но наконец-то эта ситуация заканчивается. Заканчивается период самобичевания или когда вы вскармливали, взращивали свою низкую самооценку, потому что сейчас вы от этого будете уходить. Восьмерка мечей – это ограничения, которые вы сами себе создали в своей голове. Или, возможно, кто-то таким образом манипулировал вами, пытался вас обесценивать. Или вы сами ставили себе, ну, знаете, как такой обет по принципу никакой личной жизни, там карьера, заработок и так далее. Но смотрите, по рыцарю мечей это все, это выходить из этого периода застоя. Если тут и будут знакомства, то знакомства такого легкого характера. Вы пока ни к чему серьезному не то чтобы не готовы, не хотите, но уже, повторюсь, проработали для себя вот эту болезненную ситуацию. Когда кто-то пытался вас обесценить, и ваша самооценка очень сильно падала. Пришло время расправить крылья, как вам показывают карты. Если же вы у нас в любовных треугольниках, по пажу пентаклей. Это как новый опыт во взаимоотношениях. У кого-то могут быть действительно вопросы зачатия, деторождения, но в этом случае это будет запланированный ребенок, и в некоторых случаях это даже может быть вопрос бракосочетания по причине зачатия ребенка. В целом же карта говорит о практичном подходе к союзу. То есть не когда-то у вас там страсть, любовь, морковь, а когда с человеком вам комфортно, душевно, эмоционально, когда вы чувствуете поддержку, ощущаете помощь, то есть моральную, ментальную, материальную. То есть назову такой чисто тельцовский практицизм. Вот здесь это будет процветать в треугольниках в течение мая. Если же у вас стабильные взаимоотношения, у нас здесь пара, королева пентаклей, король пентаклей. Здесь семейные союзы, семейные связи, семейные взаимоотношения, никуда это не меняется, все стабильно. И наоборот идет укрепление союза, потому что здесь думают на перспективу. Не зря здесь изображены несколько монет, потому что здесь акцент на приобретение какого-то имущества на будущее. Когда в связке идут вот эти парные карты, королева и король, они говорят о совместных целях, о единении, достижении планов. И смотрим с вами рекомендацию на этот месяц. Король чаш. Ну, по королю чаш это наслаждаться жизнью. Это возможно действительно, знаете, как предаться каким-то положительным эмоциям, отправиться в путешествие. У кого-то проработка с психологом, то есть открыть душу, да, потому что не зря у нас падает карта двора. Все-таки у нас это либо психолог, либо это мужчина водной стихии, рак, скорпион или рыбы. То есть еще, если в связке с этими картами, для кого-то наконец-то утопить те эмоции, которые отравляли вам жизнь, ваше существование, или если у вас там теплилась надежда на восстановление отношений с таковым человеком. Отпустить эту ситуацию, быть легкими, идти в новую жизнь. Ну и в целом король чаш – это всегда создать себе зону комфорта, эмоционального восстановления, радости и гармонии. Может быть, действительно кому-то излить душу, поплакаться в жилетку. Но если это необходимо и, скажем так, к тому призывает ситуацию, то почему бы и нет? Это вас облегчит. Еще смотрим, в целом с вами анализируем этот месяц. Значит, наиболее знаковая у вас идет здесь финансовая сфера жизни. И как мы видим, работа, карьера, вот здесь будут перемены, здесь будут какие-то глобальные изменения. Ну и, конечно же, это тоже, в свою очередь, может повлиять на взаимоотношения с родственниками, с близкими, с окружающими. Смотрим с вами неожиданность, что у нас здесь по факту. Вам выпала очень интересная карта, называется она «Давай, бери». То есть она про баланс во взаимоотношениях. Личных, деловых, социальных значений не имеет. Потому что здесь, знаете, как раскрывается истинная суть во взаимоотношениях с кем-либо. Вы будете понимать, да, кто по каким причинам выстраивает с вами союзы, кто что действительно от вас хочет. Опять же, в отношениях это, знаете, вопрос вашей самооценки в том либо ином союзе. То есть благодаря союзу и взаимоотношениям с человеком вы растете или наоборот вы деградируете и сама ситуация вас угнетает. Потому что здесь оценка критической точки во взаимоотношениях. Она лежит в восприятии ценности того,
что приносит вам этот союз, какую компенсацию вы получаете, действительно ли вы счастливы от этого. Потому что, как правило, я не могу сказать прям про всех тельцов, есть такая особенность, что вы готовы давать. Я не говорю, что вы не берете взамен, но, как правило, не получаете отдачи. И вот это, вот говорит тут, правда, клубника, но у вас эта ситуация будет как вишенка на торте. Переоценка системы ценностей и вашей роли в обществе, вашей роли в союзе. Как следствие, вы увидите истинное отношение социума к вам. И многие связи для вас отсеются. Оно, кстати, неудивительно. Почему? Потому что у вас Плутон будет проходить по 10-му дому. А 10-й дом у нас изменение социального статуса. Это кардинальные перемены как в работе, так и в личной жизни. И действительно здесь в плане окружения тоже перемены. Что ж, посмотрим, какова будет ситуация, так ли это. Вы мне потом напишите по прошествии периода. Ну а я, конечно же, для вас весь негатив закрою позитивом. Только не забудьте черкнуть потом пару строк для энергообмена, как для вас отыгрался этот расклад и эта информация. Для тех, для кого актуальны индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Присоединяйтесь также на страницу в Instagram, там вы сможете найти для себя много интересного. Я вас благодарю за просмотр, за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых видео.